Как многие из вас помнят, обзоры почти на все краски, выпускаемые в России и не только, мы уже с вами сняли. И начали, как вы помните, кто подписан, обзоры на все миниатюры. Ну, все, которые у меня есть. Разобрали с вами уже от Артель технолог разобрали. И настало время, да, самых популярных миниатюр, и это Warhammer. Вархаммера у меня достаточно много. За весь свой покрасочный опыт я покрасил достаточно много миниатюр из Вархаммера. Это десяток кабелитов. Это то, что у меня сейчас есть на руках, так гораздо больше миниатюр по Вахе. Мои первые хаунты, вообще мои первые миниатюры. И сейчас я крашу без грейв. Именно поэтому предлагаю сегодня поговорить о нем, о плюсах, минусах этих миниатюр. Стоит ли покупать или лучше воспользоваться более бюджетными аналогами. Ну что ж, обо всем этом сегодня видео. Присаживайтесь поудобнее, берите вкусняшки. Поговорим сегодня о Вархаммере. Предлагаю начать с плюсов. И первый плюс – это качество. Думаю, здесь никто спорить не будет. Все, кто пробовали миниатюры Warhammer и другие миниатюры, думаю, со мной согласятся. Качество у них просто бомба. Это одно, если не самое лучшее качество на рынке сейчас. Потому что это очень качественный пластик, детализированный, но об этом позже. Качественный, хороший, на нем минимум облоя, им очень удобно, очень приятно его красить. Очень круто, очень крутые, очень качественные миниатюры. Опять же, это никакая не реклама, вы прекрасно это все понимаете. И те, у кого есть миниатюры Warhammer, или те, кто планировал брать, или те, кто держал их в руках, красил, думаю, во многом согласятся со мной и с тем, что это миниатюры поистине очень качественные. На них минимум облоя, это минимум времени по облою. Если сравнивать с каким-нибудь технологом, это даже близко не рядом понятие. То есть, если на технологии это главный минус, то здесь детализация это один из главных плюсов. Потому что есть еще, ну да, детализация, качество этих миниатюр, это просто это очень хорошие миниатюры. Если возьмете их, вы точно не прогадайте по качеству, я вам это гарантирую. Ну и второй плюс я уже кратко затронул, да, это также плавно перетекает из высокого качества, перетекает у нас в детализацию. Детализация просто на высочайшем уровне. Даже на самых маленьких миниатюрах детализация просто шикарная. Это прорисовка вообще всех мельчайших и деталей, всех углублений на броне, все впадины, выпуклости на доспехах, все это есть, все мельчайшие элементы в оружии, маленькие какие-то дополнения, аксессуары на миниатюрах. Это все очень хорошо проработано. Это, опять же, это качество и это высокая, крутая детализация. Ну вот, вы сами можете убедиться в том, что качество и детализация здесь просто на высочайшем уровне. Каждая чешуйка на этой кольчуге, да, и такой, каждая складочка на набедренной повязке, вот каждый такой ремешок, все проработано просто шикарно. Я думаю, здесь со мной все согласятся, что по качеству и по детализации эти миниатюры вот на данный момент очень трудно им найти конкурентов. Да, быть может, есть какие-то ретейки, которые льют вот примерно на таком же уровне, но, не знаю, я прям не встречал еще, чтобы, если вы знаете, какие-то такие бренды, которые делают что-то подобное из хорошего пластика, с такой детализацией, не знаю, напишите в комментариях, я, честно, еще не встречал. Вот есть похожим делают Артель В, у них также детализация и все такое, но я даже не знаю, все равно Ваха как-то по-другому ощущается, очень приятно, и это, конечно, просто тоже один из самых главных плюсов. Это оно то же самое, что и качество и высокая детализация. Можно вот даже сравнить, это миниатюра технолога. То есть, ну, если она подстертая, потому что опять я своими кривыми руками грунтовал ее, да, она еще падала, короче, но не об этом, опять же, сегодня видео, а о том, что
Ну, вы сразу видите уровень детализации на технологии, то есть он гораздо ниже. Проработано далеко не все. Если есть какие-то складки, видите, они такие резкие, угловатые. Это, конечно, не минус технолога, ну, маленький минусик, но по сравнению с тем, конечно, столько стоит технолог, от него что-то большее требовать глупо. Поэтому технолог это немножко свое, Warhammer это чуть-чуть свое и чуть другое. Но все равно уровень детализации для сравнения, ну, я думаю, тут все очевидно. Следующий немаловажный плюс – это доступность Вархаммера. Ваха продается в любом магазине по настольным играм, будь то онлайн или офлайн, во множестве местах продается Вархаммер, и купить его проблем у вас просто не будет. Они продаются везде, вы с легкостью найдете Warhammer. То есть, мне кажется, ни одни миниатюры так не распространены, как Ваха. То есть, его можно купить вообще везде. То же самое, что касаемо технолога, его можно купить не везде, далеко. Хоть много мест, все равно, да, плохой пример, есть более ограниченные какие-то в доступности модели, но Ваху купить вообще проблем нет. Это хорошие, качественные миниатюры, что немаловажно, которые продаются почти везде, почти в любом городе. Если вы живете еще и в миллионнике или, не знаю, 300 тысяч, вы там точно найдете Ваху в любом магазине с настольными играми, быть может, с какими-то красками, в каком-то хобби-магазине. Там где-то, быть может, стоит полочка. Но если у вас все равно какие-то проблемы, вы не нашли, то просто закажите. Они продаются во множестве магазинов, в том числе самых популярных, с настольными играми, с красками. Ну, думаю, название здесь озвучивать не очень будет уместно, но вы без проблем и без труда их найдете. И купите там Ваху, потому что Ваха очень доступные миниатюры. На протяжении всего этого видео я говорю Warhammer миниатюры. Но это миниатюры от бренда Games Workshop. Они делают много чего. Они делают всякие такие штуки, всякие крутые краски, хорошие, качественные видео у них есть на канале, краски Цитадель. Ну и также делают миниатюры для игры Warhammer. И следующий плюс, который я бы хотел выделить, это то, что не в каждой миниатюры можно поиграть, прям в полноценный варгейм. Но, как вы знаете, Warhammer это настольная игра, настольный варгейм, в который можно поиграть. Вопрос о актуальности комьюнити я уже оставлю на вас. Типа, если мы будем затрагивать в этом видео, мне кажется, эти темы комьюнити и самой игры Warhammer, это будет не очень корректно, потому что хочется именно рассказать о миниатюрах, а не игре. Если захотите, я расскажу отдельно и о игре, о моем мнении. Ваху я не играю, но у меня есть миниатюры, но, опять же, играть я не очень хочу, могу рассказать, если вам сильно интересно. Пишите в комментариях, что думаете. Но то, что вашими покрашенными миниатюрами можно поиграть, я считаю, это просто это крутой плюс. И опять же, из-за популярности и доступности о Вахе знают очень многие. Ну, как очень многие, конечно, в рамках нашего комьюнити, достаточно тесного. Но знают многие, и поиграть, опять же, проблем у вас не должно вызвать. Находите какой-то клуб при магазине, магазин при клубе, и там вы по-любому найдете единомышленников, которые красят Ваху и которые играют Ваху. И вы по-любому сможете поиграть своими покрашенными модельками в настольный Warhammer. Ну что ж, это были все плюсы, 4 плюса, и на них, и честно, я даже не нашел каких-то 4 минуса, или хотя бы даже 3 минуса. Я посидел, подумал и понял, что у миниатюр Warhammer всего один минус. Один минус, но он достаточно серьезный. Это цена. Да, ребят, придется поговорить и об этом. Цена на эти миниатюры, конечно, заоблачная. Не каждому по карману. Там есть какие-то свои фишки. Я знаю, мне многие писали, потому что мне многие писали, что не надо быть миллионером, чтобы играть в Ваху. Можно там что-то придумывать, но в любом случае цена на миниатюры достаточно высокая. Ну, это обусловлено качеством и детализацией, и переплатой за бренд, что немаловажно, потому что Warhammer популярен во всем мире, бренд Games Workshop популярен во всем мире, и ни один другой бренд не делает миниатюры Warhammer. Вот как бы
и все. Ну, есть какие-то там литейки, какие-то пути, пиратства и так далее, но если там лицензионные оригинальные миниатюры брать, то выходит достаточно дорого, потому что цена за одну миниатюру может доходить и до 5, и до 10 тысяч, то есть там какие-то большие миниатюры. Вот, например, вот такая коробочка, в свое время я ее покупал, может, год назад, может, чуть больше, да, где-то, может, полтора. 2020-2019 год, что-то вот такое. Эта коробочка стоила около 3000, что-то типа 200-700. То есть это, ну, около, короче, 50 баксов за 10 миниатюр. Их же здесь 10, да, 10 миниатюр. Это достаточно дороговато, учитывая то, ну, смотря с чем сравнивать, да, сейчас все у нас стоит не дешево, но цена, конечно, очень кусается, особенно на Ваху, особенно на какие-то отряды, это и 3, и 5, и 10 тысяч, то есть спокойно это может стоить там одна миниатюра или отрядик, поэтому цена кусачая, но я считаю, если сравнивать со всеми теми плюсами, что я сегодня вам перечислил, выбор очевиден. Миниатюры Warhammer достаточно стоят своих денег. Стоит ли их покупать? Конечно, да. Типа, покрасить достаточно качественные миниатюры, да, даже если вы не планируете играть, как я, просто купить, покрасить. Опять же, я не знаю, насколько вам будет интересно красить целый отряд, потому что это достаточно запарно, я скажу сразу. Типа, если вы думали, как я на своих первых этапах, купить себе отрядик, покрасить его, ну это достаточно запарно, но не знаю, меня это парит. 10 миниатюр красить достаточно одинаковых, это, ну, такое себе. Или ищите что-то более разноплановое, это мой вам советик. Либо покупайте какую-то одну миниатюрку, и там, ну, больше красите что-то более бюджетное из смолы, каких-то авторских, быть может, миниатюры, которые стоят капельку подешевле. Ну, или не капельку, да. Тренируйтесь на их, и изредка можете там себе позволить, не знаю, парочку миниатюр дорогих от Warhammer, чтобы покрасить их качественно, красиво, чтобы поставить их на полочку. Да, ну или купить себе отряд и начать собирать формировать свою первую армию для того, чтобы сразиться с каким-то человеком, поиграть в настольный Warhammer. Как вот тоже вариантик думаете, ориентируйтесь на то, что я вам сегодня сказал, думаю, был полезен для новичков и не для новичков, подчеркнуть, вспомнить, что из себя представляют, подытожить, да, что-то собрать в кучу, систематизировать все знания о миниатюрах Warhammer. Ну что ж, с вами был Даниил, спасибо за просмотр, пишите свои идеи для видео в комментариях, пишите, играете ли вы в Аху, или есть ли у вас миниатюры, как у меня, Warhammer. Как вообще к ним относитесь и как считаете, прав я или нет в своем сравнении сегодняшнем? Объективно, не объективно? Жду вашего мнения в комментариях. А так, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и подписывайтесь на нас в других социальных сетях. Увидимся в новых роликах.